Такое. Вот. А погода новая. Гранд Палас. Мы едем на Гранд Палас. На площадь большую. За ратушей. За ратушей к писающему мальчику. И погода наладилась. Потрясающий, блядь, памятник. Писающий мальчик. Такая порция выйдет 6 евро, если знать места. Логическое завершение вечера, стертый вкал ноги. Ни хера непонятно, как добираться до нашего района на общественном транспорте, такси. Такси очень не те методы, которые я использую. Поэтому завтра будет охуительный прикол, чтобы попасть на ощупь на автовокзал, где обитают еще эти беженцы, блять, где засунный подвал. Хуй знает, как туда приехать. На электричке или опять пешком пиздюхать с утра, вставать заранее челночным бегом с вещами на выход. Вот. Заметил, что пива на кранах мало. То, что есть, не айс, а в основном все пьют бутылочное, блять, в чем прикол, непонятно. Я-то думал, тут, короче, такая же постава, как в Праге. Бутылочная, бутылочная, еще раз бутылочная. Хотя, в принципе, 3 километра от центра. Не спеша, очень приятно прогуляться по маленькой улице. Вот обратно возвращаться. Тоже знал, что не получится просто так все. И возвращаться опять к охуенным сожителям. Да. Скрипучий, сука, дом с половицами, который, кажется, вызывает самого сатану. Да, и кот охуевший наглухо. Амстердам, жди. И я приду к тебе. Главное сейчас не попасть в лапы беженцев, которые на вокзале орудуют. Надо забежать в Фликсбас и спокойно начать пить пиво, наслаждаясь дорогой. Чтобы не быть такими долбоебами, как я, заранее надо узнавать, какой твой путь, какой твой станция. И, блин, они какие-то они пропускают, так же, как у нас электрички, а какие-то не пропускают. И еще они разветвляются. Вот тут 6 платформ, забежали не в тот поезд, и что не было вообще. Не уехали, хуй пойми куда. Угу.
спальные районы, а вот эти ебучие здания. Ну а нет, они сказали, что это для вас. А вот это последствия вчерашнего кутежа, блядь. Беженцы. Аналог гетто, если у нас мусоросжигательные заводы напротив районов на окраинах или нефтеперерабатывающие, как у меня, а у кого-то здесь ветряные мельницы напротив дома, в общем-то и промзона, а в общем-то и нет. Амстердам, дождь, красота, прекрасно. Присутствуют такие элементы в архитектуре данного города определенной страны. Если вы хотите жить не так, как в городе, если вы хотите жить более охуенно, чем сейчас вы живете, тогда покупайте наши таунхаусы. Таунхаусы в Подмосковье. Самое лучшее предложение, которое только можете существовать. Таунхаусы в Подмосковье. Вы можете купить. Заказывали нидерландское гетто, вот оно, мать его. Таунхаусы в Подмосковье отдыхают. Сел на велосипед, кое-кто дохуища. Бля, навел отель, нот отель, и оказалось, что это комната с кроватью, с душем, без всего остального, духов выбираю еще подичее, чем у меня. Такой своеобразный прикол. Солнце садится в Амстердаме, а на востоке есть исхода с Басидоа, а на западе делают новости, которые всем насрать. Что уж говорить про Южную Африку, где люди просто борются за существование. Тем не менее, впечатления нету вообще никакого, а местном городе как будто бы
на первый взгляд общежитие. Такое длинное, протяженное. Вот, но может быть сейчас, выйдя в центр, увидя всякое такое, изменится очень много. Много велосипедов. Случайно забрел в охуительное место. В Амстердаме, в районе этих красных фонарей. На самом деле красные фонари — это понятие растяжимое. Просто ходят какие-то люди по каким-то улочкам между каналами в центре Амстердама, где и иногда встречаются телочки за стеклом и предлагается их выбирать как товар. Ну, в общем, короче, зашел я в бар. Блять! Like Amsterdam. Когда ездил на Андорру, там был мужичок русский, общался с каким-то испанцем, что 20 хуем часов тратит на то, чтобы долететь до Андорры с пиздец каким количеством пересадок, и это якобы острова, якобы французского подчинения. Вот, он, короче, пиздил про то, что Санкт-Петербург — это город, который похож на Амстердам, сделан как Амстердам, ссылаясь на Петра Первого, который, всем известно, обожал Европу и подчастую копировал все то, что у них там, включая рубить бороды боярам и не только. Вот. Ну, хуй знает. Могу только сказать, что насчет каналов, вот в Питере есть заборы, а здесь заборы невысокие, можно наебнуться, подбухав. Вот. Поэтому в Питере немножечко более лояльно к пьяным людям, чем здесь. Хотя тут никто не шарит, тут ментальность другая. Ну а так, наверное, да. Каналы.